Антонио Гауди. Это имя знают во всем мире. Тысячи туристов приезжают в Барселону, чтобы взглянуть на творение каталонского архитектора. Самая известная из них, конечно, базилика Саграда Фамилия. От туристов не успевает отдохнуть и Амстердам, но здесь программа другая. Прогулки по каналам, селфи на фоне голландских пряничных домиков, поездки к тюльпановым полям. Вот только знают ли туристы, что в Амстердаме есть свой Гауди, и что местная архитектура – это не только пряничные домики. Это еще и целое направление, которое называется «Амстердамская школа». У ее истоков стоял Мишель де Клерк, гений, благодаря которому местная архитектура пережила настоящую революцию. В этом фильме мы пройдем по судьбоносным местам нидерландского Гауди, чья жизнь трагически оборвалась чуть больше 100 лет назад. Имя Мишеля де Клерка мы впервые услышали 2 года назад, когда снимали фильм «Дом-корабль». Это была наша первая работа, посвященная Амстердамской школе архитектуры. Потом мы сделали еще одну документалку по этой теме, а теперь решили выпустить отдельный фильм о Мишеле де Клерке. Свой рассказ мы начинаем на Ватерлоо-Пляйн. В конце XIX века здесь располагался еврейский район, который называли Амстердамским Иерусалимом. И именно здесь, в ноябре 1884 на свет появляется Мишель де Клерк, 4-й по счету ребенок в семье. Дом, в котором он вырос, не сохранился до наших дней, но его можно увидеть на фотографии середины 50-х. Детство Мишеля де Клерка прошло вот в этой 4-этажке. Позже ее снесут вместе с домами по соседству, а на освободившемся месте возведут здание оперы. Отец Мишеля работал, как и многие тогда евреи, огранщиком на алмазной фабрике. Дело прибыльное, но не слишком стабильное. Поставки алмазов могли в любой момент прекратиться, а сами огранщики остаться без работы. Спустя 2 года после рождения Мишеля его отец умирает. Обязанности по содержанию семьи ложатся на плечи матери. Они живут очень скромно и часто переезжают с места на место. Мишель видит вокруг нищету. Вероятно, именно эти воспоминания заставят его спустя годы проектировать дворцы для рабочих. После смерти матери Мишель снова переезжает, на этот раз к своей сестре и ее мужу. Они живут на востоке Амстердама, в одном из новых еврейских районов. А вот и тот самый дом. В юности Мишель де Клерк много рисовал, и это у него получалось. Один из его рисунков однажды увидел архитектор Эдуард Кюйперс и был просто поражен качеством исполнения. После этого он пригласил Мишеля на работу в свое бюро, туда как раз нужны были хорошие чертежники. Это лишь одна из версий, неизвестно, насколько она правдива, но факт остается фактом. Свою карьеру Мишель де Клерк начал именно в бюро Кюйперса. Мальчику тогда было всего 14. Самого Кюйперса нельзя отнести к амстердамской школе. Этого направления тогда, по сути, еще и не существовало. Однако он дал раскрыться многим молодым талантам, которые спустя годы встали у истоков нового течения. Вот фотография 1906 года. На ней Эдуард Кюйперс в окружении подающих надежды архитекторов. Здесь Мишель де Клерк, и Пит Крамер, и Гийом Лакруа. Примечательно, что мастерская Кюйперса находилась прямо напротив Рейхсмузея, который спроектировал его дядя, известный архитектор Пьер Кюйперс. Ну а бюро его племянника в шутку называли «брачным бюро». Многие сотрудники встретили здесь своих будущих жен. Так случилось и с Мишелем де Клерком. Его избранницей стала Леа Ессурун, которая работала секретаршей в студии Кюйперса. В этом браке появятся 2 детей – старший Йост и младший Эдо. Об их судьбе мы еще расскажем.
В годы работы на Кюйперса Мишель де Клерк много путешествовал. Ему удалось побывать и в Великобритании, и в Германии, и в Бельгии. Во время поездок он много рисовал. Именно в ту пору Мишель де Клерк раскрывает себя как талантливый художник. В 1910-м Мишель отправился в Скандинавию, чтобы провести медовый месяц с женой. Эта поездка послужит для архитектора одним из главных источников вдохновения. В Копенгагене его особенно впечатлили два здания, и оба находятся на главной площади города. Первое – здание ратуши, построенное в начале 20 века. Мишель де Клерк даже успел сделать набросок со скульптурами животных, которые украшали интерьер. Посмотреть на них вживую нам не удалось. Мы спрашивали у администраторов здания, показывали им эскиз де Клерка, но никто так и не смог ответить, где же все-таки был сделан этот набросок. Возможно, скульптуры находятся в той части ратуши, которая недоступна для посетителей. Конечно, мы обошли здание вокруг, искали что-то похожее на фасадах, но и в этот раз поиски не увенчались успехом. Второе здание, которое вдохновило де Клерка даже больше, чем ратуша – Palace Hotel. Строительные работы закончились буквально за месяц до приезда Мишеля в Копенгаген, в июле 1910 года. Здание из красного кирпича было спроектировано Антоном Розеном, пионером копенгагенского ар-нуво. Сегодня здесь по-прежнему находится отель. Он принадлежит известной сети «Скандик». Огромные буквы, как мне кажется, немного портят фасад. Без них он бы смотрелся куда выигрышнее. Вот для сравнения фотография 1910 года, напечатанная на открытке. Мишель отправляет ее своему коллеге-архитектору Шарлю Эстуржи, а на оборотной стороне пишет: «Дорогой Шарль, только взгляни, какая величественная архитектура ждала нас по прибытии в Копенгаген. Я никогда не видел столь впечатляющей работы. Еще более впечатляющей, чем городская ратуша. Детали теряются на открытке, но они совершенно немыслимые и в то же время современные. Башня из меди, балконное ограждение из зеленой бронзы. Потрясающий город. С уважением, Сэм». Так Мишеля называли в кругу друзей. Вы, конечно, заметили сходство с домом-кораблем, который появится в Амстердаме 11 лет спустя. В начале 20-х Мишель де Клерк построит свое легендарное здание с башенкой. А ведь его могло и не быть, если бы не случилось это путешествие архитектора по Скандинавии. Но к амстердамскому дому-кораблю мы еще вернемся. А вот другой эскиз, сделанный де Клерком во время той же поездки. Только здесь уже Швеция, один из домов в Скансене. Это музей под открытым небом. Мишель часто делал такие наброски во время путешествий, не только заграничных. Он любил и нидерландские пейзажи, особенно деревенские, и, конечно, тоже писал их. Иногда де Клерк по несколько дней отсутствовал в Амстердаме, продолжая создавать наброски один за другим. Вернувшись из Скандинавии, Мишель де Клерк начинает поиски нового дома в Амстердаме. Вместе с женой они переезжают на Якоб-Марис-страт. В то время это была улица с видом на Польдер. Сейчас она, конечно, выглядит иначе. В это время Мишель меняет не только дом, но и место работы. Он присоединяется к архитектурному бюро братьев Бандерс. К тому времени там уже работали многие молодые и перспективные архитекторы. Здание, где когда-то была мастерская, можно и сейчас увидеть на канале Херенграхт. С Яном Бандерсом Мишель познакомился еще во время учебы, они стали хорошими друзьями. В 1912-м де Клерк напишет его портрет. И примерно в это же время он начинает карьеру как независимый архитектор. Первой его работой считается жилой дом в Эйтхорне, пригороде Амстердама.
В этом проекте Мишель интересно обыгрывает форму здания. За счет выступа на фасаде кажется, что дома на самом деле два. Такая вот оптическая иллюзия. Окна тоже расположены особенным образом, так, чтобы внутри было как можно больше солнечного света. Однако не все детали этого проекта были воплощены в жизнь. Кирпичная кладка выглядит проще, а верхний этаж оказался ниже, чем было задумано. Деклерк в то время начинающий архитектор, у которого еще не было столь широких возможностей для воплощения всех идей. Вот как сейчас выглядит этот дом в Эйтхорне. Он по-прежнему жилой, поэтому снимать его слишком близко мы не стали. В 2017-м здесь произошел пожар, после чего здание оказалось под угрозой сноса. К счастью, этого не произошло. Несколько лет назад дом полностью восстановили при поддержке музея Хэтс-Хип. Вскоре Мишель Деклерк воплощает свой новый проект, теперь в самом Амстердаме. Здание Хилли Хаус на площади Вермеера. В этом доме уже четко прослеживаются элементы амстердамской школы. К тому же подход к строительству здесь совершенно нетипичный. Вместо домов, которые можно было бы просто поставить вплотную друг к другу, Деклерк создает единый фасад с оригинальными формами и орнаментами. Архитектор продумывает все до мелочей, включая дверную фурнитуру и ограждение. Хилли Хаус ознаменовал собой начало новой эры амстердамской архитектурной школы. Хотя во многих источниках пионером этого стиля называют дом судоходных компаний Schipvaarthuis. К нему Мишель Деклерк тоже имеет отношение, но на самом деле это коллективная работа. Проект здания принадлежит Йону Вандермею, а вот оформлением занимались разные авторы, включая Деклерка и Пита Крамера. Подробно об этом здании мы рассказывали в нашем фильме «Школа изящных фасадов». Напомним только, что сейчас в бывшем доме судоходных компаний находится шикарный отель. Считается, что именно после появления Schipvaarthuis амстердамская школа получила репутацию отдельного течения в архитектуре. Она шла вразрез с тогдашними представлениями о строительстве. Вместо прямых линий изогнутые, вместо рационализма – романтизм. В ту же эпоху творил еще один известный архитектор – Хендрик Берлаге. О нем мы тоже рассказывали в фильме «Школа изящных фасадов». И там же показывали здание Амстердамской биржи, построенное по проекту Берлаге. Да, здесь много декора, но это все-таки не амстердамская школа. Хотя, конечно, эта работа Берлаге повлияла на следующее поколение архитекторов. Деклерк относился с большим уважением к своему старшему коллеге, но все-таки упрекал его за излишнюю приверженность традициям. Он никогда не выходил за рамки основных принципов архитектуры. Он не был архитектором, задающим тренды. Берлаге не понимает язык форм, а ведь именно они создают настоящую красоту во всех стилях, как бы разнообразны они ни были. Критику Мишеля Деклерка разделяли не все его коллеги, тем более Берлаге по праву считается одним из тех, кто тоже стоял у истоков амстердамской школы. Но это не было каким-то открытым противостоянием между представителями старой и новой школ. Более того, среди художественных работ Мишеля Деклерка есть и вот это – портрет Хендрика Берлаге. Да, Мишель Деклерк был еще и великолепным портретистом. Иногда он делал портреты на заказ, это приносило небольшой доход, но чаще просто писал своих друзей и близких. Вот, например, портрет жены, он создан в 1910-м. Вот автопортрет 1915. Спустя еще 3 года появится вот эта работа. Здесь изображен друг и коллега Гийом Лакруа. А вот Ян Туроп, нидерландский живописец. Художественному таланту Мишеля Деклерка посвятили целый раздел выставки в музее Хэтс-Хип. Она была приурочена к 100-летию со дня смерти архитектора. Мы, конечно, побывали на ней.
1921. Портрет поэтессы Генриетты Холст. Она была другом семьи. Деклерк изобразил ее немного строгой, но в то же время задумчивой. Портрет Генриетте очень понравился. А ее муж, художник Ричард Холст, спустя несколько лет напишет предисловие к очередному выпуску журнала «Вендинген», или по-русски «Перемены». Вот как выглядела его обложка. Это был специальный номер 1924 года, посвященный портретам авторства Мишеля Деклерка. Во вступительном слове говорится: «Живопись Мишель Деклерк любил так же преданно, как и архитектуру». Деклерк проявил себя и в сфере графического дизайна. Вот так, например, выглядела эмблема жилищного товарищества Эйхенхарт. Эта организация существует по сей день и по-прежнему занимается вопросами социального жилья, как и столетия назад. А вот почтовая марка, дизайн которой разработал Мишель. У этой марки даже есть официальное название – «Лев в голландском саду». Он сидит под апельсиновым деревом, а в лапах держит меч. Традиционную голландскую геральдику Деклерк обыгрывает в новом для того времени стиле. Детали хочется рассматривать бесконечно. В начале 20-х Мишеля Деклерка приглашают выступить художником-декоратором в Национальном театре Статсхауэрбург. Вот его здание в центре Амстердама, на Лейцепляйн. Здесь талантливый художник и архитектор работает над декорациями к постановке «Зимняя сказка» по Шекспиру. В этой работе четко прослеживается стиль амстердамской школы. Декор не спутаешь ни с чем. Спектакль, кстати, имел у публики большой успех. В это же время Мишель работает над очередным проектом за пределами Амстердама. Перед вами эскиз здания цветочного аукциона в Алсмере, 1920 год. Форма крыши напоминает что-то космическое. Для того времени это не просто смелое, а во многом невообразимое решение. Именно поэтому в архитектурном сообществе проект не одобрили, а один из коллег Деклерка даже написал разгромную статью в журнале «Архитектура». В итоге от смелого дизайна пришлось отказаться. Здание получилось куда более сдержанным. Вот как сейчас оно выглядит. Цветочный аукцион работал здесь до начала 70-х. Сегодня о нем напоминает разве что скульптурная композиция над главным входом. Черты амстердамской школы все еще угадываются, но уже только на фасадах. От исторических интерьеров ничего не осталось. Какое-то время здание занимал склад, а сейчас здесь работает центр пляжного волейбола. В 5 минутах ходьбы отсюда можно увидеть еще одно творение Мишеля Деклерка. Этот дом он построил для Альберта Баренсона, члена правления цветочного аукциона. Снова характерная кирпичная кладка, оригинальная геометрия, типичная для амстердамской школы остекление окон. Говорят, интерьер тоже очень интересный, но попасть внутрь не получится. Дом жилой, мы даже перекинулись парой фраз с хозяином. Он пожелал нам удачной работы над фильмом. Перемещаемся в городок Хильверсум, чтобы взглянуть на другой жилой дом. Но сначала покажу его эскиз, сделанный в 1914-м. Заказчик дал архитектору карт-бланш. Мишель Деклерк спроектировал буквально все, от фасадов до мельчайших деталей интерьера, включая вешалки для одежды. Здание было задумано как загородный дом. Здесь даже был курятник. Сейчас на его месте гараж. После реставрации часть фасадов побелили. Вот так выглядел дом столетия назад. Это фотографии 20-х годов. Калитка перед входом тоже не сохранилась. Прямо над ней надпись «Биликен», и это не фамилия хозяина. Известно, что дом был построен для вдовы владельца магазина Weierhoff & Co., где продавали бронзовые изделия. Слова такого «биликен» в нидерландском языке тоже не существует.
мы попытались разобраться, что же означала эта надпись над калиткой. Возможно, это отсылка к мифическому персонажу Биликену. Внешне он чем-то напоминает буддийское божество. В те годы в Нидерландах как раз была мода на все восточное. Хотя история этого создания с Востоком связана лишь косвенно. Биликена придумала американская художница Флоренс Претц. Произошло это в 1905 году. Спустя 3 года она запатентовала свое творение. Вымышленный персонаж превратился в торговую марку и получил большую популярность. С ним стали делать статуэтки, украшения, посуду, даже зефирки. Считалось, что Биликен приносит владельцу удачу, а еще он олицетворяет собой девиз «Все на своих местах, все так, как и должно быть». Вскоре Биликен стал официальным символом и талисманом университета Сен-Луиса в США. И поскольку он был запатентован, использовать его имя без спроса – это нарушение авторских прав. Может быть, именно поэтому в надписи над калиткой пришлось умышленно допустить 2 ошибки. Слово написано немного иначе – «биликен», но звучит почти так же, и в то же время очень похоже на нидерландский глагол. Он мог бы отражать задумку о том, что все в этом доме на своих местах, а хозяину будет сопутствовать удача. Но это, конечно, только наша версия. Вернемся к дому. Да, его оригинальный вид сегодня сохранился не полностью, но это ничуть не уменьшает его ценность. Сейчас в нем по-прежнему кто-то живет. Поэтому не будем нарушать покой владельцев. Возвращаемся в Амстердам. Следующим большим проектом после амстердамского Хилле-хауса становятся 2 жилых комплекса на западе города. Начнем с фиолетового дома. Так его прозвали за цвет фасада. Но кроме необычного цвета, у него еще и очень богатое оформление. Кирпичный декор, деревянные элементы, необычная форма окон. И, конечно, скульптуры. Их по эскизам Мишеля де Клерка сделал его коллега Хильдо Кроп. Давайте рассмотрим эти элементы поближе. Новаторский стиль привлек внимание архитектурного сообщества. По своей красоте фиолетовый дом сравнивали со средневековой ратушей. Пару лет назад некоторые элементы здания обновили, например, вот эти деревянные держатели для цветов. Их удалось воссоздать благодаря фотографии, сделанной в 1923 году. Таким образом, ровно через 100 лет держатели вернулись на фасад в своем первозданном виде. Вскоре напротив фиолетового дома появляется второй жилой комплекс – «Желтый дом». Кирпич для него привезли из Фрисландии, но главная изюминка – индонезийские мотивы. Они здесь очень интересно обыграны. Даже кирпичная кладка напоминает плетеные изделия из бамбука и тростника. Такие часто можно встретить в Индонезии. Как и другие, этот дом был предназначен для рабочего класса – настоящий дворец. И тогда, и сейчас.
рядом жилой комплекс Heads-Hip, в переводе на русский «корабль». Удивительный дом с башенкой стал одной из главных работ в карьере Мишеля де Клерка. Под застройку был выделен участок треугольной формы, поэтому и форма здания очень необычная. Комплекс выполнен в виде треугольника и действительно чем-то напоминает корабль. Возведение Heads-Hip стало серьезным вызовом для каменщиков. Де Клерк четко расписал, как нужно укладывать кирпич, какого он должен быть цвета, какой формы. Как и всегда, для него была важна каждая деталь. И, конечно, башенка, чем-то напоминающая башню копенгагенского Palace Hotel. Интересно, что она несет исключительно декоративную функцию. Внутри она полностью деревянная, а снаружи покрыта черепицей. Для начала 20-х прошлого века это архитектурный прорыв. Вскоре о шедевре де Клерка узнают в Европе. Домом-кораблем восхищаются в Брюсселе, Берлине, Вене и Лондоне. Подробно о Heads-Hip мы рассказывали в отдельном фильме. А сейчас возвращаемся на выставку в музее Дома корабля. Как мы уже замечали, Мишель де Клерк уделял много внимания не только внешнему облику зданий, но и интерьерам. Он проектировал в том числе мебель. И выглядела она, очень оригинально. Настолько, что владелец одного из мебельных магазинов на Принценграхт выделил ей целый зал. Посмотрите, например, на это кресло. Его ножки по своей форме напоминают полозья саней. Эту деталь де Клерк тоже подметил во время путешествия по Скандинавии. Во время работы над домом-кораблем Мишелю де Клерку поступило предложение спроектировать еще один жилой комплекс для рабочих уже на юге города. Эти территории тогда активно застраивались по так называемому плану Заут. Де Клерк понимал, что не потянет одновременно два больших проекта, поэтому попросил о помощи своего друга и коллегу Пита Крамера. Так появляется жилой комплекс «Де Дахерат» или «Рассвет» в переводе на русский. О нем мы тоже подробно рассказывали в нашем фильме «Дом-корабль». Единственное, что мы тогда не показали, интересную деталь на крыше одного из домов. Это декоративный элемент в виде головы петуха. Он словно возвещает о начале нового дня. Очень созвучно с названием комплекса «Рассвет». В начале 20-х де Клерк берется за очередной проект – здание Ассоциации грибного и парусного спорта. К сожалению, в годы Второй мировой оно было снесено по приказу немецких оккупантов. Вот как это место выглядит сейчас. И вот так нынешнее здание ассоциации. Его построили в начале 50-х недалеко от разрушенного исторического. А это церковь святого Николая в Айселстайне, пригороде Утрехта. Башня много раз страдала от пожара. Очередная реставрация выпала на начало 20-х годов прошлого столетия. Новый шпиль для храма спроектировал Мишель де Клерк. Сегодня мы отчетливо видим эту разность эпох. В нижней части башни 16 век, время Ренессанса, а наверху – начало века 20-го, Амстердамская школа. Столетия здесь сливаются воедино и при этом прекрасно дополняют друг друга.
Одной из последних работ великого архитектора стал фонтан в парке города Венло, практически на самой границе с Германией. Мишель де Клерк выступил автором проекта, а воплотила его Луиза Бейерман. Фонтан открыли в 1922 году, к юбилею мэра города. Главный элемент – скульптуры мужчин, которые укрываются под зонтами. В оригинальной версии это были японские зонтики. Вот фотография 60-х годов. Потом медные элементы исчезли. Их восстановили совсем недавно, в 2023. Правда, зонтики здесь уже не японские, а вполне европейские. Мишель де Клерк ушел из жизни 24 ноября 1923 года. Пневмония. Ему было всего 39. Вдвойне печально, что день смерти архитектора совпал с его же днем рождения. Похороны прошли спустя несколько дней на кладбище Зоргфлит в Амстердаме. Местные газеты писали: «Настал черный день в истории нидерландской архитектуры». И это действительно был траур национального масштаба. Еще несколько недель после смерти де Клерка пресса публиковала статьи о нем и его работах. Трагическая судьба выпала и на долю семьи архитектора. Во времена нацистской оккупации жена Леа и младший сын Эдо были отправлены в лагеря смерти. Кирпичики с их именами мы обнаружили на памятнике жертвам Холокоста в Амстердаме. Жизнь Леи оборвалась в Освенциме, когда ей был 61 год. Младшего Эдо разлучили с матерью, он был отправлен в Собибор. Мемориальная надпись гласит, что на момент смерти ему было 24. Старший сын Йост пережил нацистскую оккупацию, но и его судьба оказалась непростой. В одном из архивов я нашел выписку с именами евреев, проживающих в провинции Утрехт. Там на тот момент жил Йост. Документ составлен в октябре 42-го. Сохранилась и вот эта именная карточка. Такие тогда выдавали всем евреям. Йоста де Клерка отправили в пересылочный лагерь в Эстерборг, но благодаря решительным действиям жены ему удалось оттуда выбраться. После войны он работал журналистом, выпустил несколько книг, включая свои военные воспоминания. Жил он довольно скромно и поэтому не мог содержать могилу отца на кладбище Зоргфлит. В результате она была расчищена, и точное место захоронения Мишеля де Клерка сейчас неизвестно. В 30-е годы амстердамская школа постепенно угасает и даже подвергается критике. Среди архитекторов это нормальное явление. Современники всегда найдут в чем упрекнуть предшественников. Как и Мишель де Клерк когда-то критиковал подход своего старшего коллеги Берлаге. Интерес к амстердамской школе с новой силой вспыхнет только в 60-е годы, и, как ни странно, в основном за пределами Голландии. Сюда приезжают увлеченные архитектурой итальянцы и немцы. Интерес к ней возникает и в Штатах. А в столице Нидерландов вот уже четверть века работает музей Хетцхип, где бережно хранят наследие амстердамской школы и в том числе Мишеля де Клерка. Но главное, память о нем хранят его уникальные здания, которые сегодня так же прекрасны и удивительны, как и 100 лет назад.